Добрый день, друзья! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня у нас 25 мая. Мы выполняем очередную работу на своей пасеке. Мы проверяем выход маточек из маточников. Я вот напоминаю вам, что в начале мая мы делаем отводки от основных семей. Вот это основная семья, а это вот отводок. Отводок у нас делается на старую матку. Мы из основной семьи, перезимовавшую вот эту матку, как говорится, старую матку, переносим вместе с расплодными рамками в отводок. А основная семья у нас выводит свищевую матку себе. В прошлый раз у нас была работа, мы оставляли один маточник, самый лучший. Я вам показывал, как я это делаю. И все маточники свищевые мы из этой семьи убирали. Я работаю так, и принцип у меня такой. Нужно оставлять один маточник, тогда семьи исключительно, они не роятся совсем. Может маточка при облете потеряться, но для этого у нас имеется нуклеусный парк, как бы нуклеусы. Видно там за пасекой у нас нуклеусы стоят, 40 штук их, и поэтому, если нужно заняться ремонтом семей, подсадить маточку плодную, уже есть плодные маточки, они быстро в нуклеусах облетываются, погода хорошая, и мы потом берем из нуклеуса и подсаживаем. То есть у нас семьи не пропадают, мы быстро это все делаем, и семьи начинают работать хорошо. Значит, как мы это будем делать, сейчас я вам покажу, как мы проверяем выход маточек из маточников. Это нужно обязательно проверить и записать в пасечный журнал, что в семье маточка вышла из маточника, мы ее записали. Следующая проверка будет, как маточка облетелась. Ну, должно быть понятно. Володя, на какой день мы проверяем маточник на выходе после раздела семьи? Когда мы сделали отводок, на 10-й день, я уже говорил, мы оставляем один маточник, все маточники уничтожаем. И потом уже где-то спустя 5 дней, раньше не нужно, потому что, напрасно, если пасека большая, обходить все семьи, проверять это напрасно. Значит, где-то через 5 дней маточки должны уже выйти. Вот прошло 5 дней после того, как мы оставили один маточник, мы теперь проверяем. У нас, как вы уже знаете, та рамка намечена, где маточник мы оставляли. Поэтому мы разбирать все гнездо не нужно. Обращаем внимание на семьи. Они должны спокойно, если маточка вышла, они должны быть спокойно себя вести, тихо сидеть. То есть маточка у них есть, они уже не волнуются. Немножко раздвигаем. И вот смотрим, у меня точка стоит. Вот с этой стороны маточник. И подписано, какого дня, какого года. Поднимаем. Рамка тяжелая, меда нанесли. Так, смотрим, вот маточник. Вот еще, видите, еще маточник не раскрыт. Что делаем, если маточник не раскрыт? Значит, в таком случае, мы оставляем еще на пару дней. Но бывает такое, что пчелы могут крышечку запечатать. И там остается даже пчела, которая туда залезла. Значит, мы что делаем? Мы немножко берем, проверяем крышечку. Вот смотрите, видите, вот я вам на моем примере и показываю. Пчелы закрыли крышечку. Я открываю, видите, крышечку открываю. И там матки уже нет. Матка вышла, а пчелы запечатали крышечку. Вот такое бывает. Поэтому, мудрые. Да, поэтому не торопитесь вы оставлять маточник еще на 2 дня, на 3 там. Первым делом вы крышечку подковырните, приподнимите, она немножко так вот дальше. И она, если там маточка вышла, она должна отвалиться. Ну, понятно. Вот отверстие у нас открыто.
маточка вышла. Не будем долго. Если бы мы увидели тут маточку молоденькую, я бы вам сейчас показал бы. Сейчас, может, она должна и на этой рамке бегать. Ну ладно, не будем их беспокоить. Ну вот признаки какие. Семья спокойна, видите? Значит, матушка тут есть. Вышла. Вот, мы пасечно в журнале так и запишем. Маточка вышла такого-то числа. Вот сегодня мы запишем. Так, хорошо. Закрываем. И все, ждем, когда она облетится. Облет примерно 7-10 дней. Вот, если маточка вышла, 7-10 дней, мы проверяем засев. Если погода благоприятствует, хорошая погода для облета, для созревания маточки, она должна созреть, маточка, еще несколько дней побыть в уле, потом совершить облет. Вот. И потом уже брачный облет будет уже позже у нее. И там еще спустя 2-3 дня, и она начнет класть яйца первые. Я вам покажу, как мы это проверяем, потом позже. Значит, тут все понятно. Сейчас мы на второй семье. Я вам покажу, как выходит маточка. Итак, возьмем несколько семей, чтобы на примере нескольких семей показать, что по-разному может выходить маточка. И могут быть проблемы. И если они возникнут, я вам покажу. Владимир Васильевич, а если маточник закрыт, крышечка не открывается, вы попробовали. И на второй, на первый после этого дня, и на второй день не открывается. Что делать в таком случае? Ну да, если мы проверили, крышечка не открывается, то есть маточка, видно, не выходила там, мы даем еще, 2 дня даем, чтобы дать возможность маточке выйти. Но если уже и 2 дня прошло, она не выходит, тогда мы смотрим этот маточник, находим причину, почему она не вышла. Обычно причина в том, что личинка недоразвита, маленькая личинка, она по какой-то причине она не росла, недоразвита. Бывает, что куколка еще белая, в стадии еще развития, то есть срок прошел, но почему-то по какой-то причине затормозился рост. В таком случае у нас, как я говорил, есть нуклеусный парк, значит, этой семье повезло. Ей сразу даем маточку на облете. И она тут же уже на следующий день матка кладет яйца, и семья хорошо уже работает. Уже можно подставлять сюда вощину, она и мед запечатает, то есть семья уже полноценная, хорошо работает. Ну вот в такой ситуации я же говорю, что у нас есть нуклеусный парк. Спасибо за ответ. Вот смотрим эту семью. Вот она рамочка, 22-й год, помечена. Ну, обращаем внимание на точку. Значит, с этой стороны мы аккуратненько поднимаем и немножко больше даем места, пространства, чтобы не повредить маточник. И вот смотрим. Вот этот маточник, по всей вероятности, так, он еще, наверное, течет, очень хороший медосбор. Так, смотрим. Так, нужно, как я говорил, вот пчелки по этому маточнику. Так, мы смотрим крышечку. Вот я немножко подковыриваю крышечку, но близко не надо, потому что не будет видно. Ну, я вижу, пчелка мне мешает. Я вижу, можно даже заметить, что маточка режет крышечку. Вот пчелки помогают ей. То есть, видите, ситуация какая-то. Если там вышло, то здесь маточка вырезает уже крышечку. Вот здесь отверстие видно. Вот оно отверстие. Близко не надо, не будет видно. Вот отверстие. И усики даже
видны. Значит, в таком случае, конечно, мы не будем ничего делать, не помогать ей. Пчелки сами в таком случае выпустят ее. То есть маточка там живая, и она вот через несколько часов она выйдет. Может, возможно, в конце вот этого дня рабочего мы в конце посмотрим эту Пчелки семью. волнуются, неспокойная Да, семья. неспокойно уже Ждут. чувствует, что да, выйдет маточка, и она будет у них уже хозяйка. Так, ну вот, пойдем к следующей семье. Подошли к следующей семье, посмотрим эту семью. Вот у нас метка. Сейчас посмотрим эту семейку. Вот смотрите, я сразу вижу, что здесь маточка вышла, крышечка закрыта. Они, пчелки, прилепили эту крышечку. Это видно сразу. Где маточка не выходила. Сейчас я вам покажу. Вот она крышечка. Немножко руку сюда. Вот, держи. Вот она видно. Крышечка приподнята, а здесь пчелки ее залепили. Вот сейчас мы эту крышечку отодвинем. Так, видите, я открыл. И уже там пчелки поработали, уже там съели, наверное, маточное молочко. Вот сейчас посмотрим там. А там даже пчелка. Запечатали пчелку. Вот сейчас я открою этот маточник, и вы увидите, что там пчелка. Не маточка, а пчелка. То есть она там сидела, а пчелы ее... Вот видите, вот эта пчелка. А пчелки ее запечатали. Ну вот, оно видно хорошо. Вот видите, пчелка. Это не матка, это пчелка. Вот она. Видите, пчелка. Залезла, а пчелы ее запечатали. Возможно, даже могли убить ее. Владимир Васильевич, вот. хотела еще раз спросить у вас. В первой семье вышел, во второй не вышел еще, в этой тоже вышел. От чего зависит? Вышла, маточка-то вышла. Вышла. Ну, маточник вышел. Маточка вышла. Маточка вышла. Почему не вышла, да? Да, да. Почему одновременно не выходит? Да, одновременно не выходит. Одновременно они не будут выходить. Каждая семья закладывает маточник на личинки. Свящевой маточник на личинки. Может 12-часовой личинки заложить маточник, маленькая личинка. Ей еще расти. А может маточка пчелы заложить на суточной личинки, 1,5 суток личинки. Поэтому и в разное время матки будут выходить из маточника, понимаете? Бывает, что еще температурный режим не совсем подходящий, она может немножко замедлять рост матка и сам маточник. Но в основном на 16-й день выходят матки. И поэтому они тут не могут в один день выходить. Вот я сказал, что закладывают маточники на разного возраста личинках. Ну вот так, такой будет ответ. Посмотрим следующую семью. Выход маточки. Освобождаем, ну, поднимаем. Вот точка где-то посередине. Сейчас посмотрим, где матка. А вот. Вот посмотрите. Видите? Отверстие. Кругленькое отверстие. И пчелка там уже работает. Вот лазит, что там выгрызает маточное молочко, наверное. Вот такое отверстие должно быть. Значит, матка вышла. А если внимательно посмотреть на эту рамку, она должна, если недавно вышла, то она должна здесь бегать по этой рамке. Ну вот не видно. Значит, уже время прошло. Не видно. Так бы посчастливилось бы, показал бы вам матка какая.
Но матки хорошие. Я выбираю маточники такие, что матки выходят очень отлично. Не хуже роевых. Так, ну пойдем к следующей семье. Точка от меня, значит, маточник на моей стороне. Что ж такое? Вот, смотрим. Смотрим маточник. Пчелки мешают, видите? Крышечка открыта. Хорошо видно, только пчелки лезут туда. Вот она крышечка. Крышечка открыта, маточка вышла. Так, если мы внимательно посмотрим, может найдем ее. Ну, не нашли. Ну, маточка вышла. Вот, пчелки тихонечко сидят. Ну все, закрываем, пойдем к следующей. Еще посмотрим одну семью. Так, вот она у нас намечена. Хорошо, что намечено, быстро можно найти эту рамку с моей стороны. Аккуратненько поднимаем. Посмотрим. Вот, посмотрите, видите, что так, бывает такое. Видите, маточник. Пчелы прогрызли. Так, прогрызли сбоку. Это плохо. Значит, мы ее пчелы этот маточник убили и оставили маточник другой. Значит, мы какой-то маточник пропустили. Вот, они этот маточник, матку убили. Вот, оставили. Ну, это такое бывает, предположение мое. Мы пропустили маточник, они выбрали себе вот матку, маточник лучше, этот они убили. Возможно, такой вариант. Возможно, может другой вариант, что здесь погибла, матка погибла. И что дальше мы будем делать с этой семьей? Ну, дальше что делать? За этой семьей мы не будем следить, пока не появится расплод. А где-то через день-два мы даем матку на уже плодную из нуклеуса. Мы даем. Если ее не принимают они, видно по клеточке, что они пытаются ее убить, значит матка там есть. Искать матку неплодную очень сложно в сильной семье, поэтому мы только на этом останавливаемся. Не приняли матку плодную, значит там молодая есть. И все, дальше уже будем ждать, когда появится расплод здесь. Вот от той другой матки. Вот и такой случай бывает, видите. Ну, во всяком случае, мы можем так еще сделать. Еще, подержи-ка. Мы можем вот что сделать. Мы еще раз крышечку посмотрим. Крышечка закрыта, открыта? Нет. Нет, крышечка была открыта. Видите, вот такой вариант. Значит, крышечка-то была открыта. Значит, маточка выгрызла. Вот это хорошо. Я сразу не посмотрел. Крышечку я открыл. То есть маточка, я бы ее не открыл. Эта маточка выгрызла, но пчелы припечатали. Но потом пчелы, когда крышечка была закрыта, они выгрызли, чтобы сбоку, чтобы, ну, добраться до маточного молочка. Пчелки это очень любят. Понимаете? Вот крышечка открыта. Все нормально здесь. Матка вышла. Вот. Ну, я вам рассказал, что может быть такое. Вот я предварительно крышечку не посмотрел. Ну вот. Оказывается, здесь проблем нет. Матка здесь. Кстати, еще раз посмотрим, может, мы найдем ее. Вот, может, тут посчастливится что-то. Долго мы ее держали, правда?
эту рамку. Долго держать не надо. Маточка молодая, может порхнуть и полететь. Но главное, что она может прилететь и сесть тут же. Она далеко не отлетает. Или на литок, или около пчел сядет. Ну вот, видите, на этом мы, наверное, завершим показ вам этой работы. Вот так мы проверяем выход маток. Вы, наверное, поняли из того, что я вам показывал. Не забывайте, ставьте лайк. Это очень важно, как вы понимаете, чтобы мои видео распространялись. Больше пчеловодов увидели, как я работаю. Значит, нужно ставить лайки. Подписывайтесь. До скорой встречи. До свидания.